Уметь или мочь? Какая между ними разница? Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Если вы здесь впервые, меня зовут Алина, и я помогаю тем, кто учит русский язык как иностранный, заговорить на нем более уверенно и естественно. Сегодня посмотрим разницу между глаголами «уметь» и «мочь». Оба они говорят о возможности или способности, и поэтому их легко перепутать. Но буквально через несколько минут вы перестанете это делать раз и навсегда. Если вам понадобятся субтитры, вы можете активировать их внизу, а мы начинаем. Итак, правило несложное. Глагол «уметь» говорит о навыках, когда вы умеете что-то делать на практике, а глагол «мочь» о физических возможностях, когда вы в состоянии что-то делать. Например, я могу печь торты, потому что у меня есть хорошая духовка, но, к сожалению, не умею этого делать. То есть физическая возможность у меня есть, духовка, которая позволит мне испечь вкусный торт. Но поскольку я этому не училась, навыка у меня такого нет, а значит и вкусного торта не получится. Обратите внимание, что после этих глаголов всегда идет инфинитив, то есть глагол в неопределенной форме. Причем после глагола «мочь» он может быть как в совершенном, так и в несовершенном виде, а после глагола «уметь» только в несовершенном. Давайте проспрягаем эти глаголы, а затем на примерах посмотрим, в каких случаях они используются. Глагол «уметь» – настоящее время. Умею, умеешь, умеет. Умеем, умеете, умеют. Прошедшее время. Умел, умел, умел или умела. Умели, умели, умели. Глагол «мочь» – настоящее время. Могу, можешь, может. Можем, можете, могут. Прошедшее время. Мог, мог, мог или могла. Могли, могли, могли. У этих глаголов есть форма и будущего времени, но в разговорной речи она практически не используется, поэтому я бы не рекомендовала ее заучивать. Хотя она, как и большинство глаголов будущего времени, с довольно простым образованием. А в будущем времени, конкретно в этом случае, мы в основном используем глаголы совершенного вида – смочь и суметь. А теперь переходим к примерам. Почему ты не идешь в море? Ты же говорила, что умеешь плавать. Я умею, но не могу же я плавать зимой. В первом случае говорится о навыке человека, а во втором – о физической возможности. Зимой вода ледяная, да и купание в море может быть попросту опасным, в том числе из-за больших волн. Можете говорить громче, вас не слышно. Есть ли у вас физическая возможность говорить громче? Или ваш телефон этого не позволяет, потому что у него плохой динамик? Он умеет говорить так, что все его слушают с открытым ртом. Он не просто говорит, а что-то очень увлекательно рассказывает, что от него невозможно оторвать внимание. Она не умеет быстро печатать на клавиатуре, но может научиться, если будет делать это чаще. Навыка у нее нет, но возможность учиться есть, поэтому все в ее руках. Я умею читать, потому что научился этому в школе. Я могу читать чаще, но почему-то мне не хочется. В первом случае навык, во втором у меня есть возможность это делать чаще, но нет желания. Он умеет водить машину, но не может ехать несколько суток без остановки, потому что это физически невозможно. Как минимум ему нужно останавливаться, чтобы поспать. Я умею ловить рыбу, но никогда не могу выбрать день, чтобы поехать на рыбалку. Ты умеешь хранить секреты? Я могу тебе кое-что рассказать. Обладаешь ли ты навыком того, чтобы не проболтаться? И могу ли я в таком случае тебе кое-что рассказать? Я хорошо умею ориентироваться по картам, но не могу этого делать там, где они не работают. Навык у меня есть, но когда нет технической возможности, как же я могу этот навык использовать? И на этом у меня сегодня все. Надеюсь, разница между этими глаголами стала понятнее, и вы не будете их больше путать. Чтобы попрактиковаться, напишите в комментариях предложение, одно или два, с использованием этих глаголов. Ставьте лайк на видео, если оно вам понравилось, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, а я вам желаю всего хорошего и прощаюсь до скорого. Пока-пока!